Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Так, на чем мы сегодня будем играть? На самом деле, я не знаю, на чем мы будем играть. Знаете почему? Потому что все идеи, которые у меня есть записанные, они, к сожалению, в текущем мире вообще не работают. Вот серьезно. Сколько бы я ни пытался, либо же меня на темпе выносят гребаные инсеки, либо же появляется убер-котлета, волшебник эльф, который собирает себе и Марси на 7 уровне в 3 звезды, и антимага сверху. Короче, множество таких вот ситуаций. Вот волшебники эльфы и инсеки в каждой игре абсолютно. Ну, еще и шаманы иногда появляются, потому что те же самые инсеки, они намного проще и живучие получаются, если у тебя, соответственно, есть хорошие герои под нему. Плюс, если ты еще и алхимика керри жесткого собрал. То есть, условно как, ты берешь себе, ух ты берешь себе инвокера, берешь себе камень Кира, берешь себе алхимика, керишь. Все, и мать насекомое закидываешь в инвокера. Инвокер даже может пусть будет в 1 звезду. Самая суть то, что ты берешь себе бруду, ставишь 2 маленькие паучихи, в бруду закидываешь камень Киры в 2-звездочную. Алхимик с помощью синергии Киры кушает 2 однозвездочные паучихи, и оттуда вылупляется 2 инсека в 3 звезды. Кайф, да? Обалдеть. Игра очень интересная стала. Так вот и поэтому я сегодня не знаю, на чем я буду играть. Я буду плыть по течению, буду водой, буду принимать абсолютно любую форму и, соответственно, буду от этого отталкиваться. Поэтому, ребят, что? Правильно, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Ну и не забудьте поставить свой лайк, естественно. Ну и кто не подписан, то подпишитесь. Ну а если вот прям вы вообще мажорики, то можете оформить спонсорскую программу, которая стоит очень-очень дешево. Поэтому буду премного благодарен вам. Если что, то в комментариях будут закреплены все ссылочки. Там Telegram и как стать спонсором. Все. Огромнейшее спасибо заранее всем. Такс. Кстати, хочу некую информацию закинуть, что в этот понедельник либо вторник будет снова стрим, и стрим будет по ТФТ. Когда он будет и во сколько, соответственно, напишу в своем телеграм-канале. Как я уже говорил ранее, этот год будет прям годом перемен. Будем стараться по максимуму делать все возможное от себя. Ну, по крайней мере, я буду говорить за себя, да? Поэтому буду говорить так. По максимуму от себя. Я буду максимум делать от себя. Хочу, соответственно, перейти в ТФТ полноценно. По авточесу, пока ролики пропадать не будут от слова совсем, пока я не стану, грубо говоря, киберкотлетой, которая разбирается в ТФТ. Чтобы я смог, вот, знаете, в ТФТ хоть что-то показать, хоть что-то рассказать, и это не было, знаете, так, ну типа, Санечка зашел, Санечка откис. Так что вот. Постараюсь, попробуем. Я надеюсь, что я очень быстро разберусь в ТФТ и, ну, по крайней мере, на стримах я буду играть в ТФТ, будут, соответственно, подписчики мне подсказывать, ну и как можно быстрее перейду в ТФТ. Вот, все свободное время сейчас я стараюсь уделять ТФТ. Естественно, я захожу, снял контент по авточес, а потом я иду в ТФТ, вот, все. Как-то так. Все время свое уделяю именно ТФТ. Ни свободной минутки нет. Вот вообще, от слова совсем. Что-то еще хотел такое вам сказать. Ну да, кто, соответственно, пропускает мои стримы, то его вкладке трансляции есть, соответственно, записи всех моих стримов. Поэтому, кто хочет, переходим, смотрим. Так. На самом деле, пока что мне вообще непонятно то, что идет. Вообще непонятно, что идет. От слова совсем. Может, на лустрик встать? Да, ну такое, у меня вроде бы стол более-менее хороший. Если сейчас еще и БХ придет в 2 звезды, вообще шикарно будет. Ладно, пока что спешить не будем с выбором. Не будем спешить. Вот так вот сделаем. По-красивому. Да? Инчу продам. Стол у моих противников тоже пока непонятно. Единственное, что там чел на первом месте уже имеет кучу двоек. Но это такое. Это нормально. Я хотел еще, знаете, записать вот этих вот богов, полуорков и керри эгида. Так вот, поделюсь своим опытом. Расскажу, скажем так, свои ощущения, как я поиграл на этой эгиде. И я пришел к выводу, что парень очень скилловый. Нефритового генерала достал под... Точнее, без клевера. Ну, под шаманчиков как раз зайдет, потому что здесь в этой игре есть и дизраптор. Я удивлюсь, если он не будет играть на шамана. То есть, давайте с вами сыграем в игру, ребят. Прямо сейчас, после того, как я озвучу вам эту игру, поставьте ролик на паузу и напишите в комментариях,
соответственно, то, что я сейчас скажу. Сколько будет инсеков в игре, сколько будет эльфов и сколько будет шаманов. Я ставлю так. Будет 1 шаман, 2 эльфа, а все остальное будут инсеки. Потому что, ну, инсеки это мета. Только самый ленивый не собирает инсеков. И вот мне под предыдущим роликом писали, что взял короля третьего и ни разу не играл на инсеках, потому что не понимает, как они работают. Чел, красавчик. Вот просто уважение, почтение за то, что ты ни разу не играл на инсеках. Я хоть в предыдущем ролике с инсеками все рассказал, как работает. Скажем так, выдал базу. Ты нормальный? Ну да. Вопросов не имею. Ни грамма. Ни граммулечки вопросов. Да, нормально там панды сыпятся. Ну, такое бывает. Это пока что не приговор, но такое бывает. Эх, тут еще минеры есть. Можно было бы записать новых мехов, но, короче, как по мне, новых мехов не имеет смысла вообще записывать. Они как бы жестко порезанные, потому что ты выиграл раунд, ты получил легендарный ролл, получил вот этот вот билет в лучшую жизнь. И что делает игра? А игра тебя просто через бедро кидает, потому что ты можешь одну фигуру всего лишь купить. А ты берешь такой роллишь, все легендарные фигуры тебе выпадают, это такой... А нужной-то фигуры-то и не выпало. Все. Обидно. Обидно. Вообще, знаете, в этой игре мы можем, знаете, какую сборку сделать? Я про нее совершенно... Да ты задолбал. 4 панды ему упало уже. 4. Ладно, 3 упало. Ну, будем говорить 4, потому что вторую, четвертую он купил. 4 панды ему упало. Негодяй. Ну, да. На самом деле, почему я так сейчас негодую по поводу панд? Ну, это логично, да, я согласен. Я даже не то, что негодую, но такие скилловички находятся. И, знаете, в голове такой сразу, почему он? Почему он, а не я? Почему так? Почему жизнь такая несправедливая? На самом деле, я уже очень давно не испытывал пандапад, я очень давно не играл на пандах, потому что тупо меня выносит быстрее, нежели я играю на этих пандах. Кстати, о птичках. Халявные роллы сюда, предметы сюда. Плюс 3 монетки сейчас, надеюсь, получу с БХ. Не знаю, оставить солнечного шамана или все-таки в уровень пойти. Ладно, продам, короче. Буду идти в уровень по максимуму, чисто на темпе сделаю. Так вот, о чем я говорил? Но то, что я на пандах давным-давно не могу сыграть, это факт. Тут я, по-моему, мысль свою закончил. Да, я тут мысль свою закончил. Я говорил про сборку, которая может в этой катке сработать. Это дизраптор плюс аппарат. То есть идеальная комбинация для тотальной аннигиляции. Вот так скажу. Может быть, может быть. Попробуем, наверное. Ну, посмотрим. Смотря то, что мне будет идти. Куча людей играет на лустрике, мне это только в кассу. Я буду получать кучу всего за них. Плюс 3 монетки сюда, это уже в первую очередь. Еще и вин... Вот это чё? Охренеть! Охренеть не встать! Я и винстрик сбил, и 3 монетки с БХ получил. Да я мажорвать донатная. Блин, ну это жестко. Ой, уже инсект заранее там показывается, понимаете? Он уже не скрывает то, что он будет играть на инсеках. Фух. Я надеюсь, я в этой игре не обчихаюсь. Не хочу много чихать. Не хочется. Потому что сопли и слюни будут на всем мониторе. Ладно. Хотя бы аптечки священника здесь нет, на самом-то деле. Хотя есть реликвии кабанов, но нет аптечки священника. Если была бы аптечка священника, и чел бы на инсеках получил бы аптечку священника, были бы проблемы, но... Чего нет, того не... Ух ты! Может, на богах-полуорках здесь катнуть? Хотя, на самом деле, мне не так уж и быстро эти полуорки идут, можно так сказать.
А может, знаете, как можем мы сыграть? Мы можем сделать 4 полуорка и 6 убийц. Через Керри Сларка. Ну, тоже, это такой момент щекотливый, можно так это назвать. То, что ты будешь, вот, допустим, играть через 4 полуорка, а там какие-то инсеки соберутся. То есть, по сути, полуорки будут работать только против шаманов, магов, там, прокастеров каких-то. А вот против инсеков они работать не будут. Ладно, возьму реликвию яиц. Мне, в принципе, все то, что предлагают, мне оно не надо, а вот реликвию яиц мне пригодится и в будущем. Можно было бы, конечно, там паролиться, что-то попробовать найти, но риск может не оправдать свои средства. Кстати, а что там по усилению? Тинкер там что-то такое будет? А? А? Можно? Что-то? Ага. Ладно. Ладно. Он уже играет. Ах, с антимагом на 5 уровне. Я тоже хочу с антимагом. Да ладно, мне бы хотя бы усиление в 2 звезды поприходило бы, было бы шикарно. Ну, что-то не приходит. Не хочет как-то, ну, понимаете? Застопорилось в развитии. Вот на самом деле, типа, смотрите, 4 полуорка, как их можно реализовать? Во-первых, их можно через прокастеров реализовать, через там всякие контроли реализовать, потому что когда полуорки пробегают, все в радиусе одной клетки станется на 2 секунды. Это круто. Против шаманов работает вообще на ура. Если у тебя есть еще и какой-то Марс, да, это я уже не говорю про убийцы, именно говорю вот про Марса, то Марс, когда бьет своим щитом, он отталкивает цели, и, соответственно, снова начинает набегать. Снова начинаете вы кайфовать и чуваков в стане держать. Блин, я так надеялся, что мне темный лорд 2 звезды придет. Но чему не бывать, тому не бывать, правильно? Вот. А убийцы что могут? Если у тебя, допустим, хороший Керри Сларк, либо же Керри Мартретка под полуорками, оно может себя, в принципе, раскрыть, да, потому что ты будешь вечно держать контроль, и ваншотать, набегать. И сразу хочу сказать по поводу убийц. Убийцы, у них прыжок, то есть они прыгают за спину. Но когда вы поставите полуорков, они не будут прыгать за спину, они будут, ну, лететь по всей шахматной доске. Ну, когда-нибудь я вам это покажу. Просто вот серьезно, в текущей мете что-то либо показать необычное, и то, что было бы, ну, то, что работает, а не ситуативная хрень, тяжело. Очень тяжело. Я очень часто пытаюсь что-то такое собрать, которое вот интересно реализовать, чтобы оно работало. Но даже если оно работает против одного, оно работать против второго не будет. Вот и все. Как бы сиди, как бы бульбашки пускай под все под нос, можно так это сказать. Не знаю, наверное, 6. Вот так вот сделаю, короче. Короче, сделаю вот так. 6 убийц. Мне больше сейчас нравится. Поэтому будет 6 убийц. И немножко полуорков. Плюс у меня есть рыжий лис. Можно, кстати, рыжего лиса в 3 звезды собрать. Будет сильно. Еще, кстати, надо будет попробовать записать зоопарк. Именно через Некра, через Сумон, через спам именно записать будет зоопарк. О, кстати, чел с винстриком. Заберу или не заберу? Но если вынесу Тинкера быстро, думаю, заберу. Наверное, нет. Прикиньте. Прикиньте. Чуть-чуть не хватило. Гребаный Абаддон накинул свой щит в Тинкера. Ладно. Бывает. Не фартануло, не повезло. Тяу-тяу-тяу. Получил болт на 28. А не винстрик. Ну, тоже, в принципе, пойдет. Болт на 28 полезная штука. Так сказать, дает тебе время раздуплиться. Ладно. Пока все хорошо, пока все терпимо. Кстати, 3 инсека вижу уже. 3 инсека вижу на секунду. 3! Да. Как это надоело уже, честное слово. Не подумайте. Я не жалуюсь. Не, хотя нет, я жалуюсь немножко. Дайте хоть с вами поделюсь своими чувствами. Ну, хоть с кем-то, понимаете. Хоть с вами разделю эти чувства.
Я вот, кстати, еще методику рассказал по поводу камня Киры и тому подобное. Ну, для других игроков, которые меня не смотрели еще. Ну, я их раз... Что-то я, короче, кажется, сморознул хрень какую-то. М. Да, я сморознул хрень. Короче, для своих зрителей, которые не будут играть на инсеках, я недавно рассказал, соответственно, как работают инсеки. Вот. Вы один раз, может быть, когда-то кто-то захочет примкнуть к темной стороне, кайфануть чисто от этой вот очень ультра скилловой сборки. Один разочек можно, ребят, один разочек примкнуть к козлу можно, это не осуждается. Но если играете на постоянке, на инсеках, то, ребят, знаете. Тетюрка у вас на некоторое количество сантиметров уменьшается с каждой игрой на инсеках. Запомните это. Ребят, запомните мои слова. Кстати, волшебники эльфы собрались. Здорово. Давно не виделись, волшебники эльфы. Я вас в предыдущей игре видел, по-моему. Еще не попадаю по нему. Вообще ни грамма. Да. Надо будет найти себе предмет 4-го тира. Вообще, на самом деле, хочется попробовать через рыжего лиса Керри сыграть еще сверху. Раз мне убийцы, в принципе, неплохо идут, то можно вот через рыжего лиса Керри сыграть. Найти ему БФ, найти ему МКБ и рефрешер. Чисто, чтобы он постоянно крутился и накидывал свою ультуху в толпу. Я, конечно, минусы прекрасно понимаю его, да, и я не раз вам уже рассказывал по поводу этих минусов у рыжего лиса. Ну... Кстати, 3 инсека и 2 эльфа. Сильно. Интересно, будет ли больше инсека в этой игре? Но пока что я вижу то, что есть 2 инсека, 3 инсека и 2 эльфа. Вот такая вот жизнь у меня, ребят. Жизнь контент-мейкера. Пытаешься, что-то там пыжишься, чижишься. Не, на самом деле, это, наверное, вот были отвратные меты. Но против отвратных этих мет можно было играть. Но как только они убрали нежить, эльфов стало намного легче собирать, потому что кучу героев из 3-го тира поубиралась, да и вообще в целом лишних фигур поубиралась. Ну и тупо на самом деле вариативность поубивали, потому что охотники, жрецы, нежить, ведьмаки. Че еще? Охотники, жрецы, ведьмаки, нежить. Ну, короче, 4 сборки выпало тупо из мета, можно так сказать. Сколько я раз не пытался эту нежить собрать, я, если честно, опустил руки, даже не хочу собирать. Вот когда ранги скинутся, тогда я и попробую пособирать эту нежить снова. На контент один разочек, я думаю, когда-то у меня да получится собрать. Когда-то. А так, на самом деле, это кринж. Полнейший. Я как-то помню... кстати, не рассказал вам историю. Играл сегодня игру, и чел до 15-го раунда с помощью панды на 6-м уровне. Додайте, кого достал 2 раза. Минера. 2 раза он достал минера. И у него еще было яйцо. Он просто 2-звездочного минера выкатил на 13-м или на 14-м раунде. Это такой трэш был. Тупо не передать словами. У меня тогда так челюсть отвисла. Я, по-моему, там отлетел в топ-5, но это тупо невыносимо было. Чел там собрал себе ранних мехов, и, по-моему, на 14 или на 15 раунде у него уже были ранние мехи. Это, конечно, ему особо-то не помогло. Вот сейчас как прям обезьяна меня в вечной палке будет держать. Помянем. Так вот. Так же само он там садил свои минки и просто всех взрывал. Так прикол в том, что ему настолько еще хорошо фартило, что он себе раннего минера в 3 звезды достал. Это вообще кринж ситуация была, от которой у меня челюсть отвисла напрочь. Ну, что ж, скиллуха.
Что могу сказать? Скиллуха. Просто понимаете, я же говорю уже. О, инвокер, кстати. Нет, ну только не инвокер в этой игре. Боже, он еще и инсеку упал. Мать моя. О. Это тупо трэш. 3 инсека собирается. 3. 2 эльфа. 1 я, мужчина, который не играет на инсеках. Я просто не знаю, святым себя назову даже. Ну ладно, я один раз там сыграл на инсеках. Ну, то было во имя знаний. О, кстати, шлем Ареса и Мамора. Я пока что, наверное, с выбором все-таки не буду спешить реликвием. Хотя, если честно, мне хочется шлем Ареса взять. Чисто себе, так знаете, поднять веру в то, что мне может что-то хорошее прийти. Поехали, короче. Ребята, я знаю, как я сейчас инсеков буду этих контрить. Ну... Он еще и Скорпиона себе засунул в одно место, можно сказать. Это жестко. Ладно, берем 9 уровень. На 9 уровне ставим себе полных убийц. Активируем себе шлем Ареса. Просто, знаете, там себе... Ну, я взял шлем Ареса. Он у меня, если честно, не работает. Я вот сколько раз его брал, столько раз получал ничего. Вообще, от слова совсем ничего не получал с помощью этого шлема Ареса. Но, в этот раз я в него поверю. И внутри себя хочу именно верить в то, что все-таки, надеюсь, шлем Ареса принесет мне раннюю темпларочку на 9 уровне. Вот эти вот заветные 6%, я в них поверю. Будет не 3, будет 6. Я в них поверю. Ну, кстати, сейчас, если успею, инсек вот этот вылетит, вообще шикарно будет. Да, самое главное, чтобы не пришла ранняя темпларка. Вон там уже ранее, ну, Марси 3 звезды собралась. Один шаман, кстати, пытается собраться, что сочувствую ему, немного сочувствую. Уважение, конечно, и почтение ему, но я ему сочувствую. Так, вот чела Скорпион не идет, потому что у него там огромная конкуренция. О как! Я надеюсь, у тебя минер не вылупится. Я вообще надеюсь, что вы повылетаете из этой игры, как пуля. Просто как пробка от шампанского. Вы летите втроем. И даже в топ-5 не зайдете. Я лучше вон подерусь с эльфами. Ну, кстати, как я и сказал, 2 эльфа, 3 инсека. Ладно. Как мы будем бороться? Смотрите, идея, соответственно, простая. Нужна темпларка. То есть без темпларки все идеи можно закрывать. Рыжий лис может это тупо не потянуть, потому что там есть инвокер. Если там чел грамотный будет, у него там будут инвокеры спамиться, будь здоров, и эти инвокеры будут отрывать челюсть. Ой, как больно. Я, кстати, немножко поспешил и чуть больше уровня купил, чем положено было. Ну ладно. Мне уже тут, понимаете, я уже настолько в шоке, что сам шок в шоке. Ой. Так вот. Находим темпларку. Собираем ее в 2 звезды. Закатываем губу сразу. Потому что темпларку в 2 звезды будет нереально трудно найти. Это 100%. Ну, гадалки не ходи. Я сам себе вангую на кофейной гуще. Я вот себе сейчас пованговал, что темпларка мне быстро не придет. В 2 звезды тем более. Она будет у тебя в 1 звезду. И в самый последний ответственный момент, когда у тебя останется 1 хп, тогда тебе придет темпларка. Вот. По предметам. Двойные клыки мне 100% необходимо здесь будут в этой игре. Но преднамеренно их искать не буду, потому что мне нужны будут предметы 5-го тира. То есть... Умирай. Страдай.
и вылетай из игры. Ну, я ему 13 хп не собью, естественно. 5 хп осталось у молодого горячего. Ладно, Санечка, терпение, терпение, Санечка, терпение. Я думаю, полуорки мне здесь не нужны от слова совсем. Они тут тупо не помогут. Ну ладно, на самом деле у одного инсека 4 хп осталось, у одного 5, у одного 20. Есть вероятность, что они тупо повылетают. Плюс они играют не через Киру. Точнее, один играет через Киру, второй играет, двое играют без Киры. Ну и, соответственно, раз у них нет камня Киры, то все шансы есть у меня, то, что я повыношу. Единственных шансов не будет, это если ему реально сейчас овер сильно попадает там. Ну, инвокер, имею в виду, будет приходить, чем чувачку. Но я надеюсь, что они сейчас повылетают. Вот там 2 инсека дерутся друг с другом. Один инсек на 4 хп там уже кого-то вынес. Марси проблемная тоже будет, но на самом деле соберу темпларку, найду жетон отступника, проблем не... О, не будет. Дай мне, пожалуйста, теперь темпларочку, вот так вот, несколько раз. Так, полуорки, гуляем лесом. Гуляем лесом. Горн пока что продаем. Рыжего лейса собираем потихонечку, пригодится. Ну и, в принципе, Рики тоже пригодится. Лишним он не будет. Лишним он не будет. Так, один инсек вылетел. Отлично. Это инсек, у которого были темпларки, вылетел. Осталось, чтобы теперь вот этот вот чел с инвокером вылетел. Тогда жизнь заиграет яркими красками. Ой-ой-ой. Я ж на самом деле, если честно, вспотел. У меня весь лоб мокрый и холодный. Трудная игра, трудная. Я аж забыл, о чем я вообще говорил. О, еще чел Марси собрал себе. Ну, игра будет, я так понимаю, вообще нелегкой. Ну ладно, мы такие игры любим. Правда, у меня 63 хп. Вроде бы так смотришь, хпшки норм. Все норм. А потом в моменте понимаешь, что ничего не норм. Так, очищающую сферу берем. Тут гадалки не ходи, очищающая сфера необходима. Текст, тебя убираем, это ставим. Боже, если честно, я не ожидал, что мне так сейчас придет темпларка. Вообще не ожидал. Чего-чего, но такого я явно не ожидал. Просто 2 темпларки в одном роле. Это что за нисхождение ко мне? Блин, я, если честно, подумал, что у меня еще одна темпларка упала. Ну, пожалуйста, ну дай, ну что ты такой, ну жлоб, не жлобись, пожалуйста. Дай мне еще темпларку. Кстати, Свена открыть надо. Яйцо! Ну, все. Так, ищем предмет 4-го тира. Понятно. Я на самом деле и хотел себе МКБ найти. Я поэтому и ролил. МКБ имба. Основной предмет я нашел. Хорошо. Инсек, страдай. Все, не инсек. Ты откисаешь, инсек. Тут без шансов. Только не скажи, что выживешь. Но я должен тебе сейчас минус 4 дать. У меня темпларка в 2 звезды. Леопадла выжила на 1 хп. Ну, говорят, что тараканы, они живучие. Шамана я должен тоже аннигилировать. Надо только будет сейчас посмотреть, где он там прыгает. Хотя бессмысленно. Хотя есть, наверное, смысл. Угу. Так, он в эту сторону будет прыгать, поэтому мы здесь оставляем темпларку. Наверное, как-то вот так вот ее поставим. Его шаманы, они будут прыгать в этот нижний угол. И я хочу, чтобы этих шаманов пованшотали. Ну, а Рики как бы бессмысленно особо ставить.
5 драконов там собралось. Ну, удачи, конечно, там чулу на драконах сыграть. Будем в него верить. Держим за него кулачки. Он что, снова перестановку сделал? Да нет. Не особо. Ждем. Верим. Ждем. Эльф проблематичный будет, но на самом деле из-за того, что у меня есть МКБ, он не будет проблематичный. Теперь все зависит от того, какие у него предметы будут и какие у меня предметы-то по итогу будут. Потому что по предметам у меня сейчас более-менее все хорошо, но мне нужны предметы теперь 5-го тира будут. МКБ я самый главный предмет себе нашел. Ну и двойные клыки, скорее всего, мне тоже понадобятся. Двойные клыки это тоже имба. Потому что как бы против инсеков это самое то. Ну тоже, если инсект, конечно, не вылетит к тому времени. Я очень надеюсь, что инсект вылетит. У него там 20 хп осталось. Как бы для инсека это очень много. Слишком много хп у него осталось. Может вместо этой духи поставить себе инвокера? В будущем. Хотя Тайдуха тоже классный перс. Боже, там инсект живет. Потихоньку, но он живет. Блин, что ж придумать. Короче, ладно, пока подумаем по поводу предметов. Если инсек выживает, двойные клыки необходимы. Если инсек откисает, мне, соответственно, эта хрень не нужна будет. Тогда предметы 5-го тира. Мьёльнир хорошо, криты хорошо. Перчатка 5-го тира имба, наверное, даже перчатку 5-го тира я больше хочу, нежели что-либо другое. Ну и бессмертие. Вот перчатка 5-го тира, бессмертие, Мьёльнир. 3 предмета, которые мне прям очень хочется. На самом деле можно еще, знаете, какой предмет запихнуть сюда? Можно было бы запихнуть сюда и рапиру, но только если у меня будет перчатка, бессмертие, тогда можно и рапиру запихнуть. Криты можно будет запихнуть. Да ну и в принципе все. Блин, ну темпларка, конечно, нормально так разваливает. Даже без перчатки. Бэмс, минус 18. Не, ну ранее темпларка в 2 звезды, это, конечно, вообще что-то нечто. Это что-то с чем-то. Инсекта, вылетай ты уже. Чел на шамана, кстати, тоже на 9 уровне нашел себе спокойно темпларку. Ну ладно, у него тоже шлем Ареса. Кстати, 11 уровень чел взял. Интересно. Тайт хорош. Кстати, типочек на эльфа держит винстрик. Дум будет неприятный такой вот. Неизведанным фактором, вот этим вот. О, кстати, шаманчик перестроился. Надо тоже перестроиться сейчас сюда. Точнее, поменяем расстановку. И вот так вот сделаем сейчас реки. Шамана надо будет выкинуть. Шаман это проблема будет. Это заноза будет еще та. Поэтому шамана нужно будет выкинуть. У него 6 шаманов чистых, еще и Горн стоит. Так что это по-любому будет проблема. Поэтому шамана нужно выносить. Нужно контрить. Пока есть возможность, нужно контрить. Сейчас еще нужно выходить в деньги и ставить себе еще и сверху Тайда. У него темпларка будет как танк, по сути, который будет впихивать урон. Так, это не тот эльф пришел. Я на самом деле рассчитывал, что придет эльф, у которого винстрик. Но, ладно. Нет, так нет. Больно-то и хотелось. Да давай уже перерождайся. Кстати, на самом деле, вот это то, что они сделали, что дух огня, ну, вот этот вот камень, который дает тебе перерождение, 5 секунд, это много. Это очень долго. Почему? Потому что, смотрите, те же самые шаманы, они, во-первых, 2 секунды перевоплощаются и живут всего лишь там, ну, всего лишь ничего, 20 секунд каких-то. Так вот, они сделали огромнейшую ошибку с этим, потому что шаманы, когда перевоплотились, вы прикиньте, шаманы будут стоять, сидеть, ждать целых 5 секунд сверху. Ну это бред. Типа, как по мне, разработчики должны это пофиксить. Это реально бред. 5 секунд это реально очень много. Это очень много. Надо сделать так, чтобы, ну, меньше времени было на перерождение.
Против шаманов это дух, наследие духа огня прям жестко контрит шаманов. Вообще не дает им продохнуть, можно даже так это назвать. Ну, ладно. Да, как же мало сборок осталось рабочих в текущей мете. Я вот просто понимаю, что я совершенно недавно ты выкладывал темпларку, по-моему. Не помню, конечно, когда я выкладывал темпларку, но совершенно недавно я выкладывал темпларку, судя по всему. Ну, не помню, если честно. Но, по-моему, недавно. Так что, ребят, если что-то дико извиняюсь за то, что такое идет повторение контента. Но, как говорится, каждая катка, она уникальная. И имеет свои прикольчики, да? По крайней мере, я хочу в это верить. Если что-то, напишите в комментах, что думаете на этот счет. Мне это важно. Потому что повторяющийся контент мне особо тоже не хочется выкладывать. Ну, надо рандомить. Типа вот эта вот коробка прикольная, но... О, а это еще лучше. Берем 10-й. Реликвия яиц у меня осталось. Двойные мобы есть. Так ну что попробуем здесь и темпларку в 3 звезды собрать. Ну, конечно, это слишком много уже там. Разогнал свою губу. Точнее, на слишком много я разогнал свою губу. Ну, как говорится, удочку закидывать надо как можно дальше. А вот что же вытянешь, посмотрим. Но мне хочется темпларку в 3 звезды попробовать собрать, раз такая более-менее хорошая игра идет. Сейчас вот только инсека этого выкинем. И все. И жизнь удалась. На самом деле, если инсект зайдет не в топ-3, я буду тупо счастлив. Я думаю, все, когда смотрят полное унижение инсеков, все аплодируют стоя. И получают не только моральное удовольствие. Это зрительное удовольствие, когда инсект не заходит даже в топ-3. Вот, кстати, он ко мне пришел. А ну-ка, иди сюда, 4 хп у тебя осталось. Смотри, сейчас что будет. Смотри, прикольчик. Где мой темплар? О! Упс. Помянем. Пока-пока. Сладенький. Пока-пока. Можно, кстати, предметы на минус броню сейчас поискать. Там по-любому сейчас что-то вылетит в ближайшее время. Сейчас пока, чтобы ну, такие вот предметы не очень хорошие будут падать. Блин, ну шаман теперь тоже опасен. Надо будет его ловить. Когда он там будет прыгать, надо будет его ловить. Да, сейчас он в этой стороне, это значит, что он будет в этот правый нижний угол прыгать. Поэтому сюда закидываем персонажей. А Рики, наоборот, в другую сторону. Ну, на самом деле, этого шамана я тоже не особо боюсь, хотя на самом деле стоит бояться, потому что вдруг, не дай бог, конечно, ему выпадут жесткие шаманы. Не дай бог. Жесткие легендарки. Там, условно, темпларка в 3 звезды вывалится. Инвокер. Кто-то еще вывалится. И все. И пиши пропало. Там спектра 3-звездочная. С фулл предметами необходимыми. И все. Так, этот чел без винстрика ко мне пришел. Да когда ж ты придешь ко мне с винстриком? Я уже жду не дождусь. Кстати, жетон отступника, если найду, тоже будет по кайфу. Жетон отступника имба. Просто 50% больше урона буду наносить по эльфам. Кайф? Кайф. А еще нахрен мой щит пробьет когда-либо в жизни. Не, на самом деле, типа, Марси может спокойно пробить мой щит. У чувака 11 винстрик. Хорошо. Сейчас мы его заберем. Сейчас мы этот винстрик подрежем. Вот просто один такой вот момент. Кого лучше поставить? Против Марси на самом деле лучше поставить будет Горн. Горн на Агар. Потому что Марси будет свои комбинации тратить на этот Горн на Агар. Тайт он всего лишь накинет стан там, ну, на 203 секунды. Не знаю, имеет ли профит вообще ставить этого Тайда. Я думаю, не особо имеет профит. Я думаю, не имеется профита от слова совсем. Типа... Против шамана классный Тайд. Тайд вообще шикарный против шамана будет. Вот, кстати, ко мне шаманчик пришел. Здорово. Бэмс. Минус 2 шамана. Бэмс. И темпларка, которая тянет свое время. А, так ему ужасные шаманы упали. Все, пока. Рад был повидаться, шаманчик. Пока-пока. Он гритеров поставил на Марсе, прикиньте.
Какой он хитрожопый. Он гритеров поставил. И проиграл винстрик. Эльфу. Своему братишке. Да, ребятки. Весело там у вас. Че, может гритера продать, либо Сларка? Я думаю, Сларка продать. Поставим Эмбера. Может, Эмбер соберется. Немножко. Соберется Эмбер, будет прикольно, почему нет? Башер еще есть. Мартретку закину. Может, Мартретка тоже на сдачу соберется. Я пока спешить не буду. По хпшкам у меня все норм. Двойных мобов сейчас активировал. Сейчас вообще по кайфу будет. С предметами не должно быть проблем от слова совсем. Самое главное, чтобы упали нужные. Потому что там, ребятки, такие заряженные на Марсе. Но самое главное... Катка уже удалась. Потому что инсеки были наказаны. А ты не охренел? Прикиньте. Он мою Марси залил. Ой, Марси, мою темпларку залил. Уже оговорочка по Фрейду. Так у него жетон отступника. Вот чем так больно наваливал мне. Что-то я сразу как-то это не уследил, то, что у него жетон отступника. Но это плохо. Яйцо, кстати, упало. Я сделаю квапу себе в 2 звезды. Квапа в 2 звезды хороша. И расстановку надо поменять, потому что мне не нравится, когда вражеская Марси наседает на мою темпларку, и ты ничего сделать не можешь. Но классно то, что у меня есть очищающая сфера, которая синергию выключает. Это раз. И МКБ это 2. 2 лютых предмета. Все остальные предметы сейчас будем ролить. Сейчас надеюсь, что упадет приятненькое с 3-го тира. С 4-го тира тоже приятненькое. Например, Арчит классно будет смотреться. Все-таки как-никак. Ну, БКБшка, в принципе, тоже не будет плохо смотреться. Так как любой контроль буду себе скидывать. Там всякие безоружия и тому подобное. Ну, вроде бы там у моих противников нету такого. Ну, блин, было бы тоже прикольно. Ну, посмотрим. Бэмс, бэмс. Не, ну хорошо, что у меня все-таки есть очищающая сфера, это плюс. Ну, надо, кстати, перчатку все-таки искать, что-то как-то по урону грустно. Дезолятор неплохо упал. Хорошо. Хитрец выпал. Ну, это все то, что мне сейчас пришло, это, конечно, не те предметы, которые мне нужны. Башер, кстати, возьму. Я думаю, Башер отлично зайдет. Против Гритера не очень, а вот все-таки против типочка... На 2-й Марсе, хотя на самом деле, если очищающая сфера как надо сработает, то в принципе и даже против Гритера отмена зайдет. Вау. Но рандомить, чтобы мне сейчас какая-то хрень упала, я не хочу. Я думаю, может все-таки взять маску. Камень Киры здесь 100% нельзя брать из-за того, что там Марси в одну цель будет бить. Да, у меня будет очень много урона, да, я буду такой ультра живучий. Но, во-первых, там жетон отступника. Во-вторых, он может меня застанить. А там еще и щит 5-го тира у чувачка. Ну, короче, я считаю, что камень Киры здесь 100% был лишний. Он реально здесь лишний. Бэмс. Так, хорошо. Вот это вот мне нравится. Найс залил. Хорош. Минус 20 сюда держи. А что, темпларка будет идти? Хочу темпларку. Они же, кстати, тоже могут темпларку покупать. Создавать мне нездоровую конкуренцию. Хорошо, что у них не было реликвии рейда ночных зверей. Был бы там рейд ночных зверей, это была бы небольшая проблема. Короче, будем собирать рыжего лиса, мартретку, темпларку и рики. Все. Мой пул героев на сегодня. Кстати, чел даже еще предметы не выбрал себе 4-го тира. Интересно. А тут выбрал, у него еще и 7 баночек сверху имеется. Жестко! Игра, конечно, затягивается. Еще, кстати, не факт, что я смогу эту игру выиграть. Ну, клинок тени. Это хрень, то, что он взял. Единственное, что против другой Марси, может быть, поможет. Но тоже есть такой момент, то, что у меня Башер 4-го тира, который может с помощью щита 5-го тира мне вернуться. Вот это проблемой будет, если так произойдет. Блин, ну
Не, ну пока хорошо все идет. Бэмс. Аля, какой жирный с бессмертием, щитом 5-го тира. Жирный. Но не помогло. Но я хочу все-таки перчатку найти. С перчаткой 5-го тира у меня будет ультра много урона. Я вообще могу не париться ни за что. Да, от хила не будет, но... Что ж. Тут либо урон, либо отхил. А я надеюсь, что все-таки найду перчатку, найду бессмертие и рапирку сверху закину. И вообще будет по кайфу. А если я еще и темпларку в 3 звезды соберу, то там нереально будет ее забустить. Никак. Точнее, заберстить. Забустить. Забустить я успею. Щит 5-го тира, конечно, будет триггерить. Щит 5-го тира это может быть занозой в одном месте, причем довольно-таки огромной и неприятной. Пу-пу-пу. Ну ладно. По предметам все гуд у меня. Блин, на самом деле игра затянулась. Ну, от этого, на самом деле, у меня эмоций меньше не стало. От того, что игра затянулась. У меня сейчас, ну, прям стимул огромный, чтобы вынести и разорвать эту игру. Как хорошо, что Дум не в мою темпларку летит, боже. Так, отлично. Один эльф вылетел. Остался эльф Гритер вот этот. Бэмс. Минус 13 сюда. Яйцо сюда. Пойдет. Пойдет, пойдет, дорогой. Квапа, пойдешь тоже. Можешь пригодиться. Хотя в 3 звезды нет смысла тебя собирать. Потому что чел на гритерах там сидит, кайфует. Кайфует, чилит, наслаждается. На тебе все вот это вот, на. Хоть тебе и... Хотя может рынуть предметы. Хотя не, надо подождать сейчас 40-й раунд. Я более чем уверен, что он все равно переживет. Я ему не снесу столько хп. Хотелось бы, конечно, ему снести столько хп. Но столько хп ему не снесу. Он еще, кстати... Ладно, понял тебя, дорогой. Понял, принял, вопросов не имею. Прикиньте, Башер вернул себе. Или это... А, нет, это не Башер, это что-то другое было. Жить, 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 жить. Жить хочу. Хорош. Это прям было на тоненького. Надо искать перчатку себе 5-го тира. Без перчатки 5-го тира будет туго. Он может меня снести, если не будет перчатки. Он слишком плотный. У меня урона по нему тупо не хватит. Будет момент, когда мне тупо по нему не будет хватать урона. Поэтому перчатка 5-го тира мне кровь из носа необходима. Все остальные предметы у меня есть. И очищающие сферы скипать тоже нельзя. А дезолятор, кстати, можно будет скипнуть. Но не сейчас. Он еще и бабку себе в 3 звезды собрал. Это тоже неприятный перс, если что. В 3 звезды у меня будет 120 урона блокироваться. А он 340 дает. Ну там плюс еще и жетон отступника 50 накидывает. Ну блин, там нормально. Марси, конечно, там космический урон закидывает из-за того, что есть жетон отступника. Я бы тоже от него не отказался. Чисто по Марсе накидывать столько урона. Но мне и перчатка 5-го тира тупо нужна. Перчатка 5-го тира это залог успеха. Мифриловый доспех, отличная тема. Против всяких обезоружий. Все остальные предметы, по сути, это мне и не нужны. Так, мифриловый доспех мы закинем. Вот это так сделал. Хотя, на самом деле, надо это все ролить. Вот так, а ну поехали. Ну, бессмертие. Бессмертие, бессмертие, еще раз бессмертие. Ну, давай, темпларку мне. Темпларку давай. Темпларка есть, хорошо. Не успел поменять расстановку, это плохо.
Все-таки там Марси 70% замедления скорости атаки дает. Со своего последнего тика. Это много, это очень много. Видите, какая скорость атаки была только что? Прям слезы. Добивай, 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 хоть одного. Видите, урона не хватает из-за того, что у него кирасы есть. Я надеюсь, до 45-го раунда доживу. От Рики особо толку нету. Боже, я тупанул. Я забыл за то, что у меня... У меня еще была реликвия 40-го раунда, прикиньте. Вот это я тупанул. Ой-ой-ой. Саня, да ты ювелир. Нормально, нормально, нормально. Душим, душим, душим его. Душим, 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 душим. Давай, 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 давай. Бенс, хорош. Расстановка зарешала сейчас. Темпларка чистым уроном, чисто ему по лицу прошлась. Да ну давай, ну расти потихоньку. Ну не подведи меня, Темпларка, пожалуйста. Хочу Темпларку в 3 звезды. Ладно, от Рики нету толку от слова совсем. Это бесполезный герой сейчас. Боже, и... Хорош. Так, переставляю под бабку. Блин, а тут неприятно. Ой, Дум прилетит. Или скинул Дум. Блин, не скинул Дум, прикиньте. Ой-ой. Хоть не так много в табло дай мне, пожалуйста. Жить. Нормально. Пока живем. Пока что по чуть-чуть получаем, пока что живем. Еще одно яйцо пришло вообще. А, это то яйцо, которое заблокировал. 2 из 9, пожалуйста, давай. Мое супероружие. Темпларка в 3 звезды решит все вопросы. И с уроном решит вопросы. И с живучестью решит вопросы. Потому что щит 3-го уровня вообще не так легко пробить. Блин, какой же он там огромный. На самом деле у него хороший предмет. Вот этот жетон отступник решает. Он еще и сферу нашел с щитом 5-го тира плюс кирасой. Он мои тычки возвращает. Ну, короче, нормальные там предметы. Вообще шикардос. Блинка у него нету. Вообще по кайфу. Мне это нравится. Молодец. Но мне не нравится то, что он может выключить мне синергию. Вот это вот мне не нравится. И урона вообще тогда будет. Мизер еще и башер вернул мне, прикиньте. Закон подлости. Ну, хорош. Нормально, нормально, живем. Уже по половине хп снимает. Чисто пандапад устроился. Еще и темпларка пришла в 2 звезды. Боже. Все, сюда. Темпларочка в 3 звезды готова. Сейчас бы еще перчатку 5-го тира. БКБшку. И помянем этого молодого горячего. Горячая кровь ему не поможет. Напоследок очень хотелось мне найти темпларку в 3 звезды. Ой, мартретку в 3 звезды еще. Чисто уже оговорочка по Фрейду, понимаете, у меня уже темпларка головного мозга. Давно до 45-го раунда не доживал. Давно. Урона мало, конечно. Ну, не то чтобы мало, ну, короче, мало. Не то чтобы мало, но все равно мало.
Ну, кстати, магическое зеркало возьму, пригодится. Закину мартретку пока. Но сейчас мы разберемся. Так, что у тебя тут? Обезоружь, вижу, все, понял. Мифриловый доспех. Мифриловый доспех вместо дезолятора. Поехали. Так, сюда всякие добавчики еще таргетные поскидываю. И вот так вот делаем. Ой-о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 й. Ну все, ну все. Не, все, вот это вот мед. Вот это мед. А теперь я объясняю, почему я взял именно сейчас волшебное зеркало. Кто вдруг не понял. Во-первых, это плюс 2 таргета. Это плюс урон по шахматисту, если волшебное зеркало будет сверху. Короче, я это взял чисто для того, чтобы прям повливать нормально дамага по шахматисту. Горн я не буду скипать. Мифриловый доспех тоже. Очищающую сферу я тоже не хочу скипать. Хороший полезный предмет. Все-таки контроль есть контроль. Бэмс. 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 Ну давай, удачи тебе пробить щит. Все, конечно. А не, еще живет. У него баночки. Баночки его спасают. Инвокер еще идет, прикиньте. Ну, инвокер мне уже не надо. Яйцо пришло. На самом деле сейчас осталась игра прям вот кому повезет. Фартанет ему, он меня снесет. Не фартанет, я его снесу. Но по идее я его должен снести. У меня слишком все хорошо. Если б я проиграл сейчас темпларкой 3-го уровня, вот этой его жалкой Марси, это был бы кринж. Вы просто вдумайтесь на секунду, то, что темпларка в 3 звезды может проиграть в целом Марси в 3 звезды. С такими-то предметами. Но на самом деле вероятность такая не имеется. Все, пока. Давай. До свидания. Иди отдыхай на своей вот этой вот Марси метовой. Все, инсеки в топ-3 даже не зашли. Марси наметовая была наказана. По кайфу. Темпларочкой в 3 звезды. Показал, кто здесь батя. Ух, ну такая, знаете, каточка для души. Простенькая. Чисто так на, не знаю сколько, на час, наверное. Это было ультра жестко, на самом деле. Это было ультра и еще раз ультра жестко. 47 раундов мы с ним месились. Но я больше рад тому, что все-таки инсеки даже в топ-4 даже инсеки не зашли. 10 из 10 желаю. Вот то, что я дрался с метовой Марси, вот это вот мне не понравилось. Ну ладно, мета она такая. На самом деле я сейчас очень кайфанул. Я так жестко вспотел на самом деле. Жарко очень, очень после такой каточки. В общем, добавить по игре нечего. Обалденная игра. Повезло по предметам 100%. С темпларкой в 3 звезды тем более повезло. Эта Мамора могла вообще мне не апаться. Ну и что, соответственно, думаете вы по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк, подписаться, кто не подписан. На мой телеграм тоже подписываемся, оформляем спонсорскую программу, не стесняемся. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.